Всем привет! Вот пришла посылка с Алиэкспресса. Я заказывал водонагреватель проходной. Что самое интересное, вроде как китайское это все. Вот, а пришло она с Эстонии, Таллина. Видимо, у китайцев везде есть склады, и они посылают где ни попадя. Вот, значит, я его заказывал, чтобы он проходной, этот самый водонагреватель, я его заказывал, чтобы он был с душем. Я тут никакого душа не вижу. Накололи они, накололи. И чего ж теперь надо мне теперь выдумывать? Надо что-то выдумывать. Вот, в общем, короче, работать смысл у него такой. Сюда воду подаем, потом эту вот так подключаем сюда. Вот, и в зависимости от того, какую нам надо, холодную там или какую, в общем, он будет нагревать. Проходит вода через него и нагревается, и течет. Так что вот так вот они, 3-киловаттный. Такой-то у нас в магазине продается. Вот, а я ж конкретно заказывал, и там нарисована была фотография, это вот, что он вот такой, значит, что с этим самым, с душем. Теперь мы это устройство разберем до последнего винтика. Ну вот все я открутил, все. Уже больше откручивать нечего. Вот она вот так вот пополам развинчивается. Сейчас посмотрим, как это все устроено. Вот так колпак снимаем. Так, вот тут вот красненький вот этот. Это клапан предохранительный. Если вдруг у нас тут засорится, а он будет все равно греться, и там закипит все, так вот она, клапан этот выскочит. Вот теперь тут смотрим, вот он этот самый тен, наш этот нагреватель. А вот тут вот трубка, вот она тут наглухо приварена. И вот она вот сюда выходит, вот она, трубка эта. А в эту трубку вставляется вот такая вот фиговина, вот эта вот. Вот она с термопастой туда вставляется, вот она там. Она у нас температуру контролирует. Вот, и вот тут на ней написано, это предохранитель такой, вот написано 120 градусов, значит, 16 ампер, 220 вольт. Вот тут на ней написано. Вот, она пропускает через себя ток, эти 16 ампер эти. Вот, и когда она вот греется, если она нагреется больше, чем 120 градусов, то она разорвет цепь. Вот она вот эта вот, просто-напросто вот эта штука выйдет из строя, и все. И вот и так, хоп, и все. И потом новую покупай и вставляй при 120 градусах. Ну вот они есть такие вот, которые с биметаллом, они размыкаются и потом снова замыкаются, когда остывает. А вот это вот как он нагреется, так все, его потом выбросим. Вот так вот он работает. Теперь дальше смотрим. Ну вот эти тен, вот они его, эти кончики здесь. Вот у нас кабель приходит. Он заземленный тен. Вот у нас вот этот вот провод желто-зеленый. Вот, он подключен непосредственно к тену. Тут вот такой контакт есть, приваренный к нему. Так, значит, больше тут особо смотреть нечего. Вот тут есть датчик давления. Вот его шток выходит. Вот он. А тут вот есть такая типа гофры. Когда здесь давление больше, чем атмосферное, вот она, значит, это давит, и он тут выходит. В общем, контролируется давление. Это все собрано вот на такой вот платке. Вот она. Все эти винтики тут и прочее. Контакт тут есть, который вот связан вот с этой штукой, с датчиком давления. Вот теперь посмотрим вот это вот как устроено. Вот. Это вот переключатель. Вот он в нейтральном положении. Это все закрыто, и вода, и он выключенный. Потом мы его поворачиваем, вот так вот. Он открывает воду холодную, но не греет.
И вот так больше, 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 здесь максимальный напор. Потом дальше мы сюда двигаем, он здесь вот щелкнет, включился, это включается нагрев. Слабая струя, нагрев больше. Потом струя будет больше, если мы двигаем, значит, нагрев будет меньше, потому что он не успевает нагреваться. А вот эта штука управляет вот такой вот барабаном вот этим, вот тут с клапанами с этими. Вот он это поворачивает, и все, и вот он там открывает, закрывает. Так вот, я чего хочу сказать, то он, когда, значит, это включает, то он щелкает. Вот смотрите. Слышно? И чего вы думаете? Он что-то включает, выключает. Тут нет никаких контактов, никакой в нем электроники нет, а он щелкает. Вот, ну это вот для чего он щелкает? Ну просто знать, что вот в это положение вы перешли, и все. А он ничего не включает, не выключает. А каким образом вообще выключение происходит и включение? Тут делается так. Вот смотрите. Вот когда мы вот это ставим, вот сюда вот у него вот эти вот каналы есть, вот они. Вот, и вот тут вот, когда вот эта штука, вот она, вот мы ее вращаем, вот когда вращаем, вот там видно, вон они. Вот какие-то закрываются, какие-то открываются. Вот они вот это управляет она так. А здесь получается так. Вот этот вот канал, вот он, это входной канал. То есть холодная вода, вот она вот сюда идет, холодная вода. А это выходной канал, через него идет в камеру нагрева вода. А вот это вот канал, самый интересный. Вот когда мы поворачиваем в такое положение, то тогда он воду подает сюда. И когда он подает в этот канал воду, тогда начинает работать вот этот датчик давления, вот он. То есть там мембрана вот эта прогибается, и этот шток начинает выходить, вот, и тогда он включает контакт, и начинается нагрев. А датчик температуры у вас – это аварийный датчик. Если, например, вы включили, и у вас подгорели контакты и залипли на этом выключателе, а сами вы куда-то отошли, то у вас дальше будет что? Будет вода идти, а вдруг она у вас засорилась и вообще вода прекратилась идти, то температура будет повышаться, до 120 градусов дойдет, и он, этот предохранитель, у вас перегорит. И все, разомкнется цепь, и тем самым вы спасете свой этот нагреватель этот, и пожара не будет. Так вот, что получается? Получается так, что вы эту всю вот эту штуку, значит, задействовали, вот тут это, вы сюда воду подали, все, красота, значит, она у вас в квартире стоит, вот, и вы ей пользуетесь. А потом вы захотели ее поставить на даче. Взяли там ведерко вверху, на крышу поставили, ведерко там или бачок какой-то. Вот, и оттуда шланг провели сюда. Так вот этого давления, там всего, может, метр у вас высоты получается, недостаточно для того, чтобы вот этот вот шток вышел сюда, и чтобы он включил. Значит, у вас эта система ничего греть не будет, когда у вас давления нет. Вот, и как вы тут не радуетесь, что вы купили такую штуку, ох, теперь на даче. Ух, а вот нет там давления, и ничего у вас работать не будет. Вот так вот могу вас разочаровать. Значит, есть варианты такие. Вот этот контакт, который вот включать будет вот здесь вот, мы его здесь закорачиваем, и включать будем так. Вот воткнули, взяли вот эту вот вилку, воткнули, здесь воду открыли сколько надо, и мы пользуемся. Вот надо выключить, значит, вилку выдернули. Ну, вот только так. А вот этот выключатель, что он тут есть, ну, никак мы не задействуем. Значит, когда включается, тут светодиод загорается. Вот, а светодиод, вот он, этот светодиод,
с гасящим резистором. На входе тут сеточка есть. Вот здесь вот вставляется для того, чтобы туда это крупное ничего не пролетало. Ну, может, лягушата туда или головастики пролетят, чтобы они не могли пройти. Так, ну и все, теперь я собираю все в обратном порядке. Вот тут этот гусак навинчивается, ну это тут это и козе понятно. Так, теперь смотрим дальше. Вот эта штука навинчивается, и она прижимает. Вот она так вот по резьбе, а тут так. Вот так вот мы ее прикрутили. Вот. Теперь нужно вот эту штуку одеть. Вот. Но она по-другому и не оденется, у нее тут направляющая есть, поэтому если вы тут крутили, вертели, значит, ну ничего страшного нету. Сюда винтик вкручиваем. Потом сюда заглушка вставляется. Для более детального изучения этого устройства я взял вот этот термоконтакт, вот этот, разломал. Вот, ну вот пассатижами взял его. Вот тут керамика сплошная была. И, в общем, вот куча всякой там этой хламу, а теперь от него. Все, разломал я его. А почему я его разломал? А потому что я взял его, тут подключил к прибору, проверил, цепь есть. И притом показывала она, значит, ну, короткая. Потом я взял паяльник, и паяльником начал его греть. Ну, как написано, 120 градусов. Вот она 120 градусов, когда нагрелась, вот, цепь исчезла. Прибор показал, что нет цепи. Ну, все понятно, я паяльник убрал. Жду, когда он остынет. Вот остыл он, так цепи не появилась. Так что вот эта хрень, вот это одноразовое действие. Как предохранитель, вот, сгорел и все, другой поставь. А чтобы поставить его надо вот, это, как говорится, ежа легче родить, чем его это добраться и заменить. Вот, так что вот я его разобрал, ничего нету. Если кому хочется, кто хочет вот такую штуку купил, допустим, тогда вы на Алиэкспрессе выписываете биметаллические предохранители, там такая вот как бы коробочка маленькая, там биметаллический контакт. Они есть разные, на 75 градусов, на 80, там, на 90, на 100, на 120 есть, в общем, какой вам хочется. Вот. И тогда у вас будет так работать. Если вдруг что-то тут это перегрелось, а вы поставили сюда этот биметаллический, например, на температуру, допустим, 90 градусов. Вот до 90 градусов дошло, она выключилась. Все, потом она остыла, она снова включилась. И она будет все время держать температуру 90 градусов, что и нужно. Вот. Поэтому вот этот вот выключатель, вот этот вот, который от давления включает, его можно будет сразу здесь заблокировать, он не нужен будет. И тогда можно будет вот этой штукой пользоваться, когда у вас давление будет, ну, минимальное. То есть ведерко вы подвесили на даче, и с него будет у вас сюда бежать. Она у вас туда эту штуку не продавит, вот, но она у вас текет. Все, значит, и она у вас будет работать. Если вдруг у вас тут температура, ну, воды не стало или еще что-то, значит, давления-то нету, вот, и у вас она будет греться, значит, ну, дойдет она до 90 градусов, выключится, остынет, опять включится. Ну, короче, ничего у вас не случится такого страшного. Без присмотра оставлять эту систему нельзя, потому как, ежели вдруг воды не стало, а контакт у вас пригорел, залип, то будет греться до тех пор, пока у вас этот самый тен не сгорит. Так что есть такая опасность. Значит, как он работает? Вот тот вот шток, от давления который, вот он здесь вот выходит, вот здесь под этим контактом, и он его давит, этот контакт, и он замыкается вот с этим. Его можно отрегулировать под то давление, какое вам хочется, чтобы она у вас срабатывала. Вот здесь вот винт на М3 вкручивается. Когда вы его вкручиваете, то расстояние между контактами больше делается. Значит, на больше давление будет. Но если вы его уберете, этот винт, а его первоначально его и не было,
вот, то тогда, значит, расстояние между контактами будет меньше, на меньшее давление он будет срабатывать. В общем, я контакт вот этот подогнул. Вот вам, если надо будет на даче, чтобы она у вас работала, значит, вы вот этот контакт отвинчиваете, подгибаете, значит, снова завинчиваете и вот сюда дуете. Ну, только, конечно, тут включить вот надо так, как будто вы горячую воду. И когда вы сюда дуете, то у вас прибор, вот смотрите как, вот он, вот видите так вот, он у вас покажет, что цепь у вас появилась. И все. И вот так вы регулируете, настраиваете под такое давление, какое вам нужно, чтобы не совсем легко. Вот. Ну и, в общем, чтобы у вас срабатывало от того уровня воды, какой у вас будет на даче. Значит, цепь получается таким образом. Вот у нас синий приходит. Потом у нас вот этот проводок, это датчик температуры, который мы аннулировали. Вот он должен туда идти, потом оттуда. И вот он приходит сразу на тен. Вот, понятно, да? Значит, фаза у нас пришла сразу на тен. И пошла на светодиод. Все. Теперь другая фаза. Другая фаза у нас идет, вот она идет сюда. Вот она коричневая. Вот она. Вот. На этот контакт. Вот приходит сюда. Вот он. А тут подвижный контакт. И сюда раз. И вот на тен приходит. Вот он. А этот конец на светодиод. И все. Значит, когда мы ручку поворачиваем, вот это любовно, вот, на давление, там открывается дополнительный канал, и вода идет под давлением на мембрану. Она прогибается, замыкает этот контакт, все, и у нас начинается нагрев. Все здорово. Надо, если нам выключить, значит, мы двигаем дальше. Вот щелк. Все, вода у нас вообще перекрылась, все. Вот, и ни там, давление у нас упало. А раз давление упало, значит, контакт этот у нас сразу же отошел. Все, и он у нас выключился. Все, нагрева нет, вода никуда не идет. Теперь нам надо холодную воду открыть. Мы эту поворачиваем, вот так. Там канал открывается, и напрямую идет вода на выход. То есть она под мембрану не попадает. Все, значит, нагрева у нас нету. Значит, вот мы холодной водой, чем сильнее повернули, тем больше напор у нас идет. Все. Надо закрыть. Мы, значит, вот так взяли, щелк, закрыли. Ну и все, теперь это дело закрываем. Вот такая вот штука. Вот она. Здесь есть прокладочка. Вот она. Она вот сюда вот. Это прокладка. А потом вот тут саморезы. Завинчиваем. Ну вот все, я его закрыл, сделал как мне надо. Вот сетка, тут фильтр, вот он здесь вставляется, фильтр такой есть тут. Так, ну ладно, ребята, я уже вам надоел, наверное, все, заканчиваю на этом деле. Вот, я думаю, вам достаточно подробно все рассказал, устройство его, как и что делать. Вот, ну всего хорошего вам, пока.